Какой заботливый отец не мечтает, чтобы его дочь выглядела не хуже своих подруг? Вот и герой этой истории, Андрей Петрович, решил порадовать свою единственную дочурку Марину и записал ее на курсы в автошколу. Он грезил о том дне, когда Марина сдаст экзамены и получит заветные водительские права. Сама девушка тоже была уверена. Как только обучение закончится, у нее непременно появится свой собственный автомобиль. Пусть не роскошный, но все же настоящий. И, казалось бы, мечта сбылась. Почти. Отец действительно приготовил дочери подарок. Тщательно продуманный и по-своему шикарный. Во дворе их дома уже стояло нечто, укрытое плотным брезентом. Андрей Петрович весь день суетился, проверял, чтобы все выглядело идеально, а к вечеру позвал Марину на улицу. Настроение у всех было отличное. И у отца, и у дочери. Еще бы. Экзамены сданы, права в кармане. Осталось только одно — сесть за руль собственной машины. Марина с улыбкой шла за отцом. Он бережно закрыл ей глаза, чтобы не испортить сюрприз, и подвел к предмету, стоящему во дворе. Под брезентом угадывались очертания настоящего автомобиля. Колеса, капот. «Готово?» — спросил он с улыбкой. «Конечно», — ответила Марина, едва сдерживая восторг. Девушка открыла глаза и ахнула. Под укрытием явно стояла спортивная машина. По форме, точь-в-точь, «Мустанг». Так подумала и она, и все соседи, которые выбежали во двор поглядеть на сцену. Марина была уверена. Отец сдержал слово. Теперь она будет ездить в колледж на собственном автомобиле, и подруги просто обзавидуются. Но вот брезент снят, и вместо роскошного спорткара перед ней оказался электромопед. Правда, Андрей Петрович заранее позаботился о деталях. Соорудил каркас, напоминающий кузов машины, приделал декоративные колеса и даже эмблему придумал. С расстояния все выглядело вполне правдоподобно. На мгновение Марина замерла, но тут же рассмеялась, ведь характер у нее весь в отца. Она поняла шутку и не обиделась ни на секунду. Напротив, оценила старания и чувство юмора родителя. «Ну что?» — улыбнулся Андрей Петрович. «Катайся, дочка». «Конечно», — весело ответила Марина и сразу принялась рассматривать руль и панель управления. А между тем электромопед и впрямь оказался очень удобным. Не нужно заправлять его бензином, достаточно подключить к розетке, и можно ехать хоть куда. А если хочется немного сэкономить, всегда можно позаимствовать электричество у соседа. Вот так добрый розыгрыш превратился в настоящее семейное приключение. С улыбками, смехом и новым видом транспорта, который теперь по праву принадлежал Марине. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.